С вами Руслан на связи. Всем по привету, ребята. До этого мы делали распаковочку, да, Guinness Nitro Search, вот этого прекрасного аппарата. Сегодня мы будем запускать его, да, и наливать свою идеальную пинту в наш прекрасный бокальчик, ребятки. Все по порядку. Кто не в курсе, то этот прекрасный аппарат был выпущен компанией Guinness для своей серии специальной, да, под названием Guinness Nitro Search. То есть вот это пиво вы сможете налить только с помощью вот этого вот девайса, вот этого вот аппаратика. Мы делали распаковочку, вы можете перейти по ссылочке, посмотреть мое предыдущее видео. То есть я распаковывал вот этот вот аппарат. Давайте мы уже коробочку уберем, да. Смотрите, давайте я расскажу все по порядку, как это работает. Давайте достанем сразу бокальчик. Видите, да, он тоже у меня бокальчик такой с рекламой Nitro Search. Тут сразу как правильно пользоваться, как наливать с помощью этого девайса, да, с помощью этого аппарата, сделать себе идеальную пинту. Тут, в этом аппарате ультразвук, и он обрабатывает, да, прекрасную пенную вот эту вот сладость, темный стаут Guinness, и создает вот эту идеальную шапочку, идеальную, да, пенку вверху, то есть как разливное получается пиво. То есть тут нету азотной капсулы. На самой банке тоже указана инструкция, как пользоваться вот этим вот аппаратусом, вот этим вот аппаратиком. Вот я вам покажу, да. Носик, смотрите, снимается. Чтобы его запустить, нажимаем кнопочку. Следующий моментик. У нас на закусочке, как мы любим, смаколики, видите, да, кальмарчики, тунец. То есть все сушеное, все как нам нравится. То есть было сложно найти. Ну, если захотеть, можно и в космос улететь. Короче, ребятки, давайте уже приступать быстрее. Мне самому уже, сам уже хочу быстрее попробовать, посмотреть, как это все делается. Ну, не все так просто, как кажется. То есть нужно наливать под специальным углом. Сейчас я все это покажу, расскажу. Но перед этим скажу, что в самой инструкции, то есть указано, что пиво должно быть охлажденное. То есть 4-5 градуса. То есть как я делаю, я ложу на полчасика банку пива в морозильник, морозильную камеру, да, достаю. И потом уже в холодильничке еще пару часов оно стоит. И я думаю, вполне нормально охлаждается. В инструкции вообще написано, чтобы банка лежала 24 часа просто в холодильнике. Чтобы там типа максимально она там, не знаю, промерзлась, не знаю, к чему 24 часа, ну, так указано в инструкции. Мы будем делать немножко по-своему, потому что я считаю, что того времени, которое это пиво провело у меня в холодильнике, достаточно, чтобы оно охладилось до температуры 4-5 градусов, да. Следующий момент, перед тем, как использовать, советуют просто промыть водой. Просто вот сюда водичка из-под крана так раз, оно там прошло пару струек и все. Все, то есть сказано, чтобы оно было немножко смочено просто. Потом же после использования вы тоже обязаны, есть в комплекте ёршик, вы должны его помыть, да, почистить, чтобы оно высохло и все. Аппарат заряжается, то есть вот, видите, да, разъемчик, то есть все четко работает. Давайте уже перейдем к финальной стадии. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас открываем баночку Guinness Nitro Search, одеваем вот эту вот шайбу, да, сверху и начинаем наливать. Бокал мы ставим вот так под 45 градусов, вы понимаете, да, эти моменты. А сам аппарат с банкой вот так наливаем. И начинаем двигаться, то есть начинаем выравнивать бокал, а саму банку с аппаратом наоборот наклонять. И когда наклон будет такой же, какой был в стакане, то есть стакан был вот под 45, да, а потом все меняется. Получается, ваш аппарат с банка 45. Вы наливаете вот до отсюда, то есть почти доверху, да, 70% или даже больше немножко наливаете. И после этого минуту он стоит, то есть пиво стоит в бокальчике, то есть поднимается пенка. То есть, да, ну вы видели, как наливается Guinness. И потом в конце, после этого, вы доливаете остатки, и получается вот эта волшебная, сливочная, нереальная Guinness пенка, ребятки. Ну что, давайте приступим. Я реально волнуюсь, потому что первый раз, первый класс. Но, как говорится, давайте, ни пуха, ни пера. Ну, конечно же, к черту. Давайте, едем. Так, есть контакт. Надеваем. Есть контакт. Ребята, включаем. Загорелось. Все, процесс пошел, аппарат включен. Ставим под 45 и начинаем движение наливания. Опа.
Вы слышите, как работает аппарат? Все, мы прекращаем. Оп. Все, ждем теперь минутку. Смотрите, какая густая пенка. Гляньте. Понимаете? Вот это сейчас ультразвук, он сейчас насыщает, да, вот этот, ну, все пиво. То есть какие-то там вот эти все движения происходят, вот эта магия, понимаете, да? То есть и по факту нет азотной капсулы, но себя пиво ведет так, как будто ты открыл, да, его с азотной капсулы. В прямом смысле, смотрите. То есть те же самые процессы происходят. То есть сказано, что когда сейчас пиво полностью, пенка, да, вверх подымется, вот мы ждем минуту, да, и после этого мы наливаем уже пиво, доливаем, да, но уже не так мы ставим, то есть мы уже аппарат ставим под 45 градусов и наливаем его под 45, то есть мы его переворачиваем и наливаем. Сейчас я вам покажу, да, мы подождем пока оно подымется, да. Давайте поставим вот так вот, чтобы было видно. Блин, ну прикольные процессы. Слышали, он так фук, фук, как немножко слышно, как немножко шипит, да? То есть аппарат работает, все працює. Я думаю, что уже, наверное, прошла минута, как я с вами разговариваю. Реально прикольная вещь. То есть, ну, мне реально, ну, я думаю, что вкус будет, ну, крутой. Не просто так. Это компания Guinness, знаете, она не такая, чтобы, как сказать, для пиара делать. Да, она свой продукт уже делает сколько лет, начиная с 1759 годика, вот тут написано, да, именно такой Guinness, да, в такой вот формуле. То есть до этого еще раньше Артур Гиннес делал, да, пиво, но он делал немножко другое пиво, а его уже сыновья, да, довели эту прекрасную формулу до идеала. Так, ну что, мы продолжаем доливать, но теперь нам нужно перевернуть, смотрите, моменты. Мы включаем аппарат, оп, пошло. И вот мы доливаем вот так вот, доливаем до конца, слышите? Да ты шо, лянь, четко долилось, все, чисто четенько, все, ничего нету. Ляньте, какая, смотрите эти моменты просто. Гляньте, какая кремовая, прекрасная пенка. Я немножко в шоке. Смотрите результат. Вам видно вообще, лянь? Вот просто, лянь, она видно как будто тянучая. Вот. Ай-яй-яй. Ты шо, потекло? Ой-ой-ой-ой-ой. Красотища, ребятки. Ждем еще, давайте, 10-15 секунд. И я выпью правильно Гиннес. Как вы знаете, нужно сразу третью часть выпить, чтобы почувствовать, да, весь этот вкус. И я скажу свои эмоции, как Guinness Nitro Search, да, с помощью вот этого вот, сделанный с помощью вот этого вот аппарата, отличается от обычного Гиннеса, который продается в обычных банках с капсулой, и отличается ли он от разливного. И такое я пил, а вот это я не пил ни разу, это первый раз с вами вот здесь, так что первые эмоции будут у вас на видео, на экране. Фур, ставьте лайк, пишите комментарии обязательно. Пробовали ли вы Guinness Nitro Search? Вообще, как вам Guinness? Как вы относитесь к этому пиву? Как вы относитесь к темным стаутам? Да? И есть ли у вас этот аппарат? Если есть, напишите тоже комментарии по поводу него. А мы взрываем свою идеальную пинту, ребята. Ну, блин, ну круто. Ну, видно, лянь, пенка вот эта вот. Ну, давайте, ребятки, быть добру. Блин. Фух. Дайте под кальмарчик. О,
Гинус нужно вначале пить большими глотками. Ну, что сказать. Идеально я охладил его, идеально. Залетела просто как мышка в норку, как уголь в печку. Горчинка вот эта вот, резкость, то есть все есть. Пенка прям чувствуется на губах, на усах, везде. Значит, такая как, я не знаю, как это объяснить, но какая-то кремовая такая, знаете. Ай, ну вот это вот идеальная горчинка. Не знаю, как насчет разливного, сравнить с разливным, я не знаю. Мне кажется, разливное еще более прохладнее. Более прохладнее. То есть, мне кажется, надо все-таки, наверное, больше его охладить. Вкусненько, да. Мне кажется, лучше все-таки, лучше как-то вкус более насыщенный и сбалансирован, чем в обычной, да, банке с азотной капсулой. Как-то больше ярко выражен, как-то насыщенный, мне как по мне. Но, чтобы не говорить голословно, мы это сделаем следующим образом. Я куплю обычный Гиннес, вы поняли, да, эти моменты, с капсулой, нальем в одну пинту и нальем Nitro Search. И потом я сравню просто, да, эти моменты, чтобы реально уже ощутить. С первого раза, вот час ощущения, я прям не скажу, что отличие колоссальное. И Гиннес сам я не пью там так часто, там если раз в месяц, да, я выпью, там куплю упаковочку, либо пару пинт в пабе, то это нормально. То есть нужно зафиксировать вот эти моменты. Сейчас я скажу, что не лучше, чем разливное. Нет. Все-таки разливное есть разливное, как по мне. Но неплохо. Но неплохо. А ну-ка, тунец. Неплохо. Неплохо. Что сказать? Неплохой вариант, прикольная вещь, но я, конечно же, не сказал вау, да, сразу, что прям сильно отличается. Потому что, мне кажется, все-таки, вначале я только что сказал, что я идеально охладил, мне кажется, что нужно все-таки больше охладить, как они рекомендуют. Я так в следующий раз и сделаю. 2-4 часа полежит у меня в холодильничке. И та баночка с азотной капсулой и Nitro Search Guinness. Мы возьмем, поставим, нальем и попробуем сразу. Вот сразу нам тогда будет понятно, отличается или нет. Самое вкусное это вот это вот. Не знаю, что это. Вот это вот зачет. Похоже, да, на тунец. Вот это я не знаю. Вот это, походу, не тунец. Что другое. Вот это вообще огонь. Вот это сразу огонь. Не, ну Гиннес тоже огонь. По-своему, Гиннес огонь вообще. Интересно, вы сами знаете рецептуру, все, да, как это разрабатывал. Сама история интересная Гиннеса, просто. Ты читаешь и офигеваешь, как такое бывает. Гляньте, пенка кремовая это остается. Класс. Темная, да? Ну, на этом все. Точно сказать не могу. Как говорится, нужен ли этот аппарат всем, да, либо нет, либо просто тем ценителям, фанатам. Я выпил, как по мне, лучше вкус, чем в обычной банке, да, с азотной капсулой. Это как сейчас я говорю. Сразу сказал, что оно не похоже, ну, разливное все-таки разливное, ребята, все-таки свежее, с кеги, все там оно четко сделано. Мне кажется, конечно, не заменит этот аппарат этого, но мы еще раз проверим. Я запишу еще одно видео, охлажу, может через пару неделек сделаем это и все-таки сравним. Может, если я более сильнее охлажу, да, плюс я потренируюсь, потому что в конце я немножко даже разлил. Вот здесь вот пятнышко немножко потекло. Либо я плохо его закрыл, либо что-то сделал не так. Все-таки первый блин всегда комом, так что ничего страшного. Всем добра, позитива, хорошего настроения.
хорошего вам пенного пива, но пейте, конечно, с умом и не в больших количествах, потому что, как вы знаете, все это вредно, и частое употребление алкоголя, либо сигарет, либо всего вот этих всех заманух, да, это ничего хорошего, побаловать себя можно когда-никогда, но старайтесь ограничиваться от этого, потому что все-таки жизнь одна, и нужно ее прожить с умом, да, с пользой, но кому-то нужно пить и пиво. Обнял, приподнял, всем хорошего настроения, чин-чинь, за вас. Ай, хорош все-таки, хорош.